Приветствую всех на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Сегодня будем шить новогоднюю прихватку. Я подобрала ткань вот такой расцветки. Если включить воображение, похоже на снегопад в ночи. И так как эта ткань тонкая, хотя похожа на джинсовую, я подложила снизу фланельку такого же размера. И дальше идет прокладка. Это наполнитель, он не толстый. И он на сантиметр со всех сторон меньше, чем основная ткань. И снизу подложила в качестве основы вот такую ткань. Это костюмная ткань, тонкое сукно. И еще мне понадобятся вот такие оттенки. Я подобрала несколько полосок ткани, это все обрезки. Еще мне понадобится такого цвета ткани. Из голубой ткани я вырезала вот такие вот детальки. И сейчас я их расположу на основной ткани. Ну, как-то вот так. Немножко отступим от края. Мне надо будет оставить где-то свободным край около 1 сантиметра. Ну, примерно вот так. Верхнюю детальку я поменяла на более темную. Из зеленой ткани вырезала вот такой треугольник. И я его размещу вот в этом месте. И еще вырезала вот такие мелкие елочки. Для того, чтобы вырезать такие елочки, я всегда пользуюсь трафаретом. Трафаретом пользоваться очень удобно, чтобы каждый раз не конетелиться с вырезанием. И вот теперь я размещу эти елочки. Эти маленькие елочки, они у меня будут сверху, поэтому я их сейчас убираю. И вот эти детали пристрочу на машинке швом зигзаг. Ну и, конечно, надо сколоть, чтобы детали не сдвигались. И первую строчку я проложу вот по этому срезу. И у меня прихватятся сразу все детали. А дальше уже продолжу. Сначала отогну вот эту елочку, прострочу вот здесь, затем вот эту. И в последнюю очередь пристрочу елочку. Вот светлые детали у меня пристрочены. А теперь я пристраиваю маленькую елочку. Но вот эту елочку я задвину туда назад, и она как бы будет прикрыта вот этой большой елкой. Тем более, что у меня не хватило ткани, чтобы вырезать целую лапу, и вот здесь лапа у нее оказалась укороченная, и мы это место прикроем. Сначала я буду опять пристрачивать вот эту маленькую елочку. Опять буду отгибать большую. Вот елочку я пристрочила. Зигзагом 2 раза прошлась, чтобы елочка лучше выделялась. Пришла очередь пришить большую елочку. Строчить буду также светлыми нитками. Вот я пришила большую елку, а рядом посадила маленькую, более светлую. Мне показалось, что темная здесь теряется. Хотя хочу сказать, что ощущение цвета приходит с настроением. Ну, по крайней мере, у меня так. И вот почти готовая прихватка. Сделала обрамление голубой тесьмой, она так приятно поблескивает. И из нее же я вывела такую петельку. И вы видите, что центральную елочку я украсила декоративной строчкой. Можно ее, конечно, украсить и любой тесьмой. Вот такой, например, тоже будет красиво. Но я продолжаю тестировать свою машинку. Ну, а вообще елочку можно было оставить и без всякого украшательства. Она и так смотрелась хорошо. А теперь я по всему периметру сделаю насечки. Я вот здесь уже начала.
Надо было, конечно, краешек оставить побольше, где-то примерно сантиметр. Ну, посмотрим, что получится в данном случае. Здесь немножко меньше сантиметра. Ну и в таком духе дальше. Я до конца все это сделаю. Я режу без опаски, потому что здесь тесьма. А вообще эти надрезы надо делать, не доходя миллиметра 2 до шва. Ну, здесь защищает вот эта змейка. И вот я теперь закончила, и мне надо все это взлохматить. Вот таким образом я сейчас буду все это трепать. Здесь, конечно, будет мусор. Потом я все это еще раз пройду жесткой щеткой и покажу вам конечный результат. Но вообще вот эта лохматость, она становится красивой после стирки. Коротковато я все-таки оставила. Вот такая получилась растрепка. Достаточно скромная, но все равно она миленькая. Такая обработка прихватки, она быстрая и, согласитесь, симпатичная и, конечно же, легкая. Не надо заморачиваться с бейкой. А вот так прихватка выглядит с нижней стороны. Тоже симпатично. Покажу, какой получается край из джинсовой ткани. Согласитесь, что разница, конечно же, есть. Здесь 2 слоя джинсы и средний слой. Вот видите, она служит, да? Здесь прослойка. И средний слой – это фланелька. И такой красивый, богатый край получается. И длина насечек здесь сантиметр. Вот. Еще одна такая же прихватка. Кому интересны эти прихватки, я под видео оставлю ссылку в описании. Так, ну и вернемся к сегодняшней работе. Кому интересен размер, иногда появляются вопросы в комментариях, какого размера прихватки. Так, 19 сантиметров. Ну и мой совет. Конечно, надо оставлять край побольше. Край побольше и насечки делать не менее 1 сантиметра. И, конечно же, ткань должна быть потолще. Ну, если у вас тонкие ткани, можно положить несколько слоев. У меня здесь прокладка, и за счет этого я как-то вот решила обойтись 3 слоями ткани. Если вам понравилась такая идея, ставьте пальчик вверх и пишите комментарии. Меня они очень вдохновляют. Если не подписаны на канал, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи.